Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре хочу с вами поделиться процессом сборки и декорирования букетов из вербы. Я подготовила два букета и декорировать их буду по-разному. Надеюсь, видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Для декора мне понадобятся атласные ленты, различные искусственные цветы и декоративные пасхальные яйца. Также понадобятся тканевые цветы, джутовый шнур и флористическая проволока. Я использую флористическую проволоку вот такую, диаметром 1 мм. Для закрепления цветов на проволоке мне понадобится тейп-лента. Я использую темно-зеленый цвет, также ножницы и горячий клей. В качестве подручных материалов мне понадобится несколько кусочков фоамирана и вот такая картонная трубка. Первый букет из вербы я хочу украсить гортензией в нежно-лавандовом цвете. Так как эти цветы будут основным декором, к ним я и буду подбирать атласную ленту. Выбрала ленту светло-кофейного цвета, ширина ленты 5 см. И теперь, когда лента выбрана, картонная трубка будет выступать в качестве букета. Трубку я старалась подобрать схожей по толщине с самим букетом. Отрезаю атласной ленты ровно метр, чтобы хватило сделать бант на букете. Теперь закрепляю атласную ленту на трубке с помощью зажима. Далее с помощью горячего клея приклеиваю кусочек фоамирана на середину ленты. Теперь беру цветок гортензии, разделяю его на мелкие соцветия, а затем с помощью горячего клея креплю их на фоамиран. Так как эти цветы в этой композиции будут основным декором, их нужно добавить максимальное количество. А затем эту композицию нужно разбавить другими цветами по форме и размеру. Также советую использовать цветы в различной цветовой гамме, но только те, которые хорошо сочетаются с основным декором. Композиция уже почти собрана, гортензия на месте, также добавлены розы в белом и пыльно-розовом цвете. Теперь в эту композицию я добавляю зелень и мелкие фиолетовые цветы, которые похожи на лаванду. И перед тем, как украсить вербу лентой с декором, сначала я вербу закреплю джутовым шнуром. Снимаю ленту с трубки и примеряю на вербу. Смотрится очень нежно, мне все нравится, но еще я решила добавить цветы гортензии к самой вербе. И далее поделюсь с вами этим процессом. Гортензию снова разрезаю на соцветия, также мне понадобится флористическая проволока и тейп-лента. К концу проволоки добавляю крупное соцветие гортензии, укрепляю с помощью горячего клея и затем добавляю тейп-ленту. Далее на проволоку добавляю соцветия гортензии в шахматном порядке, фиксируя их с помощью тейп-ленты. Тейп-ленту нужно немного натягивать при замотке для того, чтобы она лучше фиксировала. И для тех, кто будет работать с тейп-лентой первый раз, не натягивайте ее сильно, так как она порвется. Поэтому сначала тейп-ленту немного растягивайте
растяните, а затем обмотайте ею изделие. И так поэтапно. И вот такие две ветки у меня получились, и еще к ним я добавлю ветку лаванды. Далее в видео поделюсь с вами процессом сборки первого букета. Обязательно края ленты советую обработать зажигалкой для того, чтобы впоследствии лента не разошлась. И вот такой первый букет из вербы у меня получился в нежно-лавандовых тонах. Я надеюсь, вам понравился такой вариант декора букета. Ведь такой букет сможет собрать каждый из вас. Ну а далее поделюсь с вами вторым вариантом сборки и декора букета из вербы. Второй букет я решила сделать с более ярким декором. Мне понадобится сизаль вот в таком ярко-розовом цвете, также пасхальные декоративные яйца и атласная лента в нежно-персиковом цвете. Процесс сборки точно такой же. Атласной ленты мне понадобится тоже 1 метр, и собирать я буду декор на картонной трубке. Из сизаля я сформирую небольшое гнездо и затем задекорирую его 3 пасхальными декоративными яйцами. С помощью ножниц уберу все лишнее с гнезда, также приклею на дно гнезда кусочек фоамирана для лучшей сцепки с другой поверхностью. Перед тем, как закреплять яйца в гнезде, сначала я подберу их по цветовой гамме и посмотрю, как они будут сочетаться с остальным декором. Напоминаю, что перед тем, как добавлять какой-либо декор на вербу, сначала ее чем-нибудь скрепите. Я для этого использую джутовый шнур в 2 местах, затем шнур закроется атласной лентой. На середину ленты добавляю кусочек фоамирана, на который и будет крепиться весь декор. Вместо фоамирана вы можете использовать фетр, либо же упругий картон. Просто если клеить сразу декор на атласную ленту, без фоамирана того же, то ваш декор не сможет так хорошо держаться. В этой композиции основным декором является гнездо, поэтому его я клею первым. И далее добавляю цветы разной формы и в различной цветовой гамме. Ну что же, почти вся композиция готова. Теперь я заполняю пустоты, добавляю зелень и мелкие цветы. Чтобы собрать любую цветочную композицию, у вас обязательно в наличии должна быть зелень и цветы хотя бы 2 видов. Также цветы должны быть в схожей цветовой гамме, и помните, что белый и зеленый сочетаются почти со всеми оттенками. Примеряю ленту с композицией на вербу, получилось очень все ярко и празднично. Осталось добавить какой-нибудь декор в сам букет вербы. На флористическую проволоку я нанизала яйцо в зеленом цвете, их будет 2. Также добавлю к ним тканевые бабочки в бело-золотом цвете. Ветка ландыша мне показалась слишком объемной для этой композиции, и я его разрезала на мелкие детали. Взяла 1 лист и добавила 3 соцветия с помощью горячего клея. Затем этот мини-ландыш скреплю с проволокой с помощью тейп-ленты. Еще я решила сделать 2 вот таких проволочных композиции с розовыми цветами. На верхушку проволоки я креплю с помощью горячего клея 3 цветка.
А далее в видео поделюсь с вами сборкой этого букета. Он уже почти собран, осталось добавить только ленту с композицией и завязать бант. Этот букет из вербы получился с очень ярким и весенним декором. Я надеюсь, что в сегодняшнем видеообзоре вы обязательно найдете для себя полезную идею для создания своего букета из вербы. А далее на примере этого букета хочу вам показать, как можно убрать концы от банта. На одном букете я решила оставить бант цельным, а на втором решила убрать концы от него. Просто поочередно каждым концом ленты обматываю остаток букета и закрепляю ленту с помощью горячего клея. А на сегодня это все. Я очень надеюсь, что сегодняшний видеообзор был для вас интересен и полезен. И поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вам такой вариант декора букетов из вербы. Буду рада обратной связи. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале. Всем пока!